Есть ли смысл в жизни человека? Сам по себе человек не терпит бессмысленности. Если взять, например, профессию врача, то понятно, что он трудится для того, чтобы вылечить больных. Повар готовит еду для голодных посетителей, а автомеханик ремонтирует машины для того, чтобы на них можно дальше ездить. Каждый человек делает что-то, что имеет смысл, но никто не пожелал бы делать то, что бессмысленно. Человек ищет, чтобы была какая-то разумная цель, достижению которой можно было бы посвятить свои силы и внутреннее дарование. Но очень часто человек, достигая своей цели, теряет смысл своего существования и не понимает, чего же ему не хватает. Почему известный писатель, будучи на пике славы, сжигает роман, появление которого так ждали читатели? Почему современные актрисы меняют поклоннику на строгие монастыри? И почему рвущиеся к власти люди, ощутившись у руля страны, вдруг оказываются беспомощными и несчастными, достойными посмеяния целого мира? Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, как в наше время много у самоубийств. Оказывается, этот недух души связан с тем, что человек переживает глубокую внутреннюю пустоту. А любая пустота – это отсутствие чего-либо. Человек постоянно что-то ищет, но что не знает сам. Так что же удовлетворит наши желания? Чего же мы ищем? Может быть, причина кроется в отсутствии материального достатка, но из века в век повторяется замкнутый круг. Сколько ни дай человеку денег, глазами будет казаться все мало. Да и чтобы достичь большого заработка, надо приложить столько усилий, времени и жизненной энергии, что сам заработок порой становится уже не в радость. Да и способен ли человек взять свои богатства с собой в гроб? Ну тогда, может быть, не хватает власти и славы? Но почему известный правитель Уинстон Черчилль сказал: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно»? Возможно, он был и прав, ведь утверждать так мог только тот, кто сам обладал абсолютной властью. Может быть, любовь – это смысл жизни? Конечно, нет чувства возвышения. Но не задумывались ли вы, почему во всех произведениях классики описывается горение чувств первой любви? И почти никогда не описывается любовь в многолетнем браке. Может быть, исполнение мечты «хочу стать звездой» является смыслом жизни? И что же это за жизнь, если ты существуешь для удовлетворения чужого зрения, чужого слуха, для разгорячения чужих желаний и мыслей? Жить на виду у всех значит загнать свою личную сокровенную жизнь в далекий, забытый самим тобой угол. Значит, смысл жизни и сопряженные с ним счастье находится в чем-то ином. Настоящий, истинный смысл жизни состоит только в том, что не исчезает со смертью человека. Это жизнь с вечным Богом. Как-то в трудные минуты своей жизни великий поэт Александр Пушкин написал такие стихи. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет предо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Эти строки попали в руки святителю московскому Филарету, и он также ответил ему стихами. «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и сузижется тобою сердце чисто, светлый ум. Всех благодарим за просмотр. До скорой встречи!